Всем привет! Я сегодня на своей мини-пасеке произвожу осмотр пчел. Этот улей, вот кто следит за каналом, постоянно знает. Здесь было подозрение на роевое состояние. Я очень резко расширил гнездо, дав в разброс 10 рамок вощины 145. Через неделю я посмотрел, все было хорошо, но желательно, как говорят знающие пчеловоды, проконтролировать еще через недельку, что происходит, чтобы вовремя предпринять действия. Итак, я разбираю семью. Рамки побелены. Сегодня у меня есть разделительные решетки, я поставлю. И на всякий случай сейчас посмотрю, что происходит. И мне кажется, сюда надо поставлять вощину. Я с собой не взял, но привезу, тогда съезжу. Так. Вверху расплод. Я сюда еще не... Сейчас буду разбираться. Так, вверху расплод разновозрастной. Либо я лопух, что скорее всего, и в прошлый раз я корпуса поставил, да, не в том порядке. Ну вот. Но тем не менее. Да, это я поставил не так корпуса. Чего-то я перепутал. Это может тоже привести к роевому состоянию, потому что очень большое расстояние. Но пока вверху все хорошо. Пока мисочек нету. Так, есть мисочка. Сейчас посмотрим ее качество. Там ничего нету, слава богу. Мисочки сорвал. Ну, расплод открытый и закрытый. То есть я поставил не туда корпус. Вот. Бывает же такое. И здесь расплод. То есть это полностью расплодный корпус. И, соответственно, было 2 кормовых рамки. Суши я ставил. 2 кормовые рамки, которые и можно будет откачать. Но сегодня я исправлю ошибку, значит, надо поменять будет местами. Ну вот, бывают такие ситуации, когда почему-то перепутал корпуса. Ну, соответственно, дальше идет корпус, который должен быть медовый. И в медовый корпус я ставил вощину трутовую, которым в прошлом году забили пергой. И труд здесь еще не выводился. Сейчас посмотрим. Ну, так, личинки нету. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок, соответственно. Да. Лошарка. Ну, слава богу, не засеяли. А туда я, получается, поднял расплод, который был. Ну, посмотрим, к чему это привело. Рамку слабенько оттянули. Ну, начали оттягивать, но слабенько. Здесь нечего спорить. Она предполагалась под мед. Напомню, что семья развивалась достаточно спокойно, скажем так. Не было раннего развития. До облета не было у нее. Не было засева до облета. Так, все. Это медовый корпус. Сейчас я его отставлю отдельно. Самое интересное у меня будет именно вот в этих 2 корпусах. Они покажут, что происходит с пчелами. Может, трое уже улетел. Как я говорил, я ставил
загодя вощину сюда, порезал туда расплод, вощину оттянули. Так, вощина оттянута. Вощина оттянута, но не засеяна. Ну и дальше пробегусь по рамкам. Посмотрю. Здесь залили медом просто все. Нужно брать, смело менять. Сразу с вощиной. Потому что это тоже была вощина. Здесь никогда не было расплода. Ну и взяли, залили. Маточки здесь нет, перепроверил. Чего немного. Очень странная какая-то печатка. Внизу мокрая, вверху беленькая. Хорошо. Но это кормовая. Это могла быть еще рамка с прошлого года. Поэтому тут может быть сироп, поэтому наверх я точно не поставлю. Так, дальше 23-го года рамочка. Так. Тяжеленькая. Она в расплоде. Так. Мисочек нету. Ну вот рамочка. Здесь уже расплод справа трутовый, судя по размеру ячейки. По центру пчелиный. Хорошо. Молодая рамка. Так. Сначала пытаюсь найти маточку, конечно. Здесь расплод я вижу. Ну, посмотрю, будет ли видно вам. Здесь суточная, возможно, двухсуточная личинка. Значит, матка где-то рядом. Значит, матка не в роевом. Так, и надо посмотреть нижний корпус. Я, конечно, тогда испугался очень сильно мисочки, поэтому, возможно, я даже пересытил вощиной гнездо. Так. Отстроили вощину, не всю, но отстроили. И заливают. С этой стороны вообще не отстроили. Так, маточку посмотрю, вроде нет, но на всякий случай пока в гнездовой корпус. Дальше опять же вощина отстроена и залита. Ну, подливают гнездо. Дальше идет рамка, которую надо выбраковывать 100%. Ее попортили немножко. Где-то я видел мисочку. Так, я посмотрел все корпуса. Мисочек нету. Это очень радует. То есть можно сделать вывод, что резкое расширение гнезда вощиной сбило роевую горячку, скажем так, у семьи. И верхних два корпуса вощина полностью отстроена. И мало того, что отстроена, часть из нее засеяна. Значит, все нормально. Но нижний корпус не строит абсолютно. Поэтому я сейчас произведу ротацию. Тот корпус, который не стоял самый верхний, по ошибке я его поставил самым верхним, я его поставлю вниз. Он больше всего засеян. Дальше я поставлю корпус второй, а вот этот я поставлю третьим гнездовым. То есть он будет выше. Здесь много вощины. Если они ее зальют, значит будет мед.
Если маточка поднимется, они ее отстроят, то, я думаю, за неделю они не справятся с этим. А через неделю я из этой семьи сделаю уже отводок и поменяю матку в любом случае. Поэтому мне надо продержаться вот дней 7-10. Ну, таким образом у меня получилось 3 гнездовых корпуса. Корпус снизу я поднял и поставил его третьим, потому что он меньше всего освоен. Тот, который был больше всего освоен и засеян, я поставил нижним. Дальше я ставлю корпус медовый, который частично залит, частично отстроен. Это рамка вот. Ну, начала отстраиваться только. Но я здесь поставлю 9 рамок. На всякий случай пошире. Пускай стоят. На этом все. Закрываюсь и заканчиваю. Кому было интересно, поставьте лайк. Кому не интересно, поставьте дизлайк. Можете что-то написать в комментарии. Но главное, смотрите ролики. А я буду смотреть пчел. Всем пока, удачи. Пока.